Здравствуйте, у всех у нас были черные полосы в жизни, когда не хотелось дальше продолжать свое существование. Вы когда-нибудь стояли на краю, когда один шаг и одна мысль отделяла от падения в бездну? Вы стояли с ножом в руках, прижимая острое лезвие к венам, а сталь вытягивала тепло из вашего тела, готовая забрать вашу никчемную жизнь. Главный герой рассказа тоже хотел умереть. Встречайте. Как я ходил на мертвый холм. Моя поучительная история для вас. Я вынужден немного рассказать о себе, чтобы вам было легче понять причину моих действий. Мне 30 лет и всю жизнь я прожил с мамой. У меня были кратковременные отношения с женщинами, но все они заканчивались ничем. Так что главной женщиной в моей жизни была моя мать. У Бога на все свои планы, и ее не стало в рождественское утро. Смерть матери выбила у меня почву из-под ног. Проведя 6 дней в заперти, заливая горе алкоголем и горстями успокоительного, я был полон решимости присоединиться к ней. Мы жили в небольшой деревушке, и среди местных ходила легенда о мертвом холме. Любой, кто поднимается на него, умирает. Нечто приходит за ним, бестелесное, бесформенное. Это может случиться через день или месяц, неважно, если ты там побывал, то ты покойник. Стоя на холме и глядя на звездное небо, пронизывающий ветер заставлял слезиться и без того заплаканные глаза. Отхлебнув из бутылки виски, я посмотрел на далекий свет, исходящий из окон домов. Он успокаивал, жизнь шла своим чередом, не замечая моей боли, словно ничего не случилось. Неожиданно вой ветра сменился тихой мелодией, словно кто-то играл на флейте, пытаясь успокоить меня. «Ну и чертовщина», – подумал я. И что необычного в этом месте? Одна искореженная сосна, да снег. Летом тут никогда не росла трава, но и где ей расти, когда тут сплошная глина? Все это глупости стариков, чтобы пугать молодежь. Алкоголь под воздействием холода начал потихоньку выветриваться из моей головы, и я побрел к машине. Плохая идея была садиться за руль, но я не боялся умереть, а о других в тот момент и подавно не думал. В машине быстро стало тепло, и пригревшись, глаза сами собой начали закрываться. Ехал я не спеша, но и этого мне хватило, чтобы сбить девушку в красном пальто. Испуганный, я выскочил из машины. Помог подняться и отряхнул грязь с ее штанов и плеч, беспрестанно извиняясь за свою невнимательность. Девушка была напугана, но убедившись, что с ней все было в порядке, я предложил довести ее до дома. В машине мы разговорились, она была не местной, приехала на праздники погостить к своей бабушке. Слово за словом, мы обменялись контактами, и на следующий день договорились встретиться. День пролетел незаметно, нам было хорошо и легко вместе, не было неловких пауз, неудобных моментов, мы словно всю жизнь знали друг друга. Стоит ли удивляться тому, что у нас закрутился бурный роман? Мы стали жить вместе, и вскоре она протянула мне подарочную коробку, на дне которой лежал положительный тест на беременность. 9 месяцев спустя на свет появились 2 прекрасных младенца, мальчик и девочка. Мне нравилось быть отцом, я не брезговал менять вонючие подгузники и не ленился вставать кормить в 3 часа ночи. По мере того, как росли мои дети, я с гордостью и любовью наблюдал, как в них начинала проявляться личность. Мое сердце забилось от восторга, когда я смотрел, как моя дочь танцует балет на сцене, и сжалась при виде сына, пришедшего со школы с синяком под глазом. Ему было стыдно рассказать про его проблему с хулиганами. Я любил своих детей, и я любил свою жену. И с каждым днем моя любовь становилась все сильнее и сильнее, подобно снежному кому, росшему с каждой снежинкой. А теперь представьте мой ужас, когда всего пару минут назад я увидел, как тень пролетела за окном. Внутри меня все перевернулось. Холод прокатился по телу, я поцеловал спящую семью на прощание и поспешил наружу. У меня осталось еще немного времени, чтобы поделиться с вами своей мудростью. Много лет назад я достиг низшей точки и по глупости был готов расстаться с жизнью. Я не осознавал, насколько драгоценна и прекрасна она может быть, но теперь слишком поздно. Поэтому, сделайте мне большое одолжение, если кто-то из вас надумает сделать несусветную глупость, вспомните мою поучительную историю и не совершайте ту же ошибку. Буду краток, если вам плохо сейчас, найдите в себе силы пожить еще.
Может, на той стороне нового дня ваша жизнь будет совсем другой. Ставьте лайки, пишите комментарии и, конечно же, подписывайтесь на канал, но только если вам нравится та жесть, что я пишу. Дальше будет еще жестче. До новых встреч!